Всем привет! Мой первый камин для кукол готов. В этом видео я поделюсь этапами работы над ним. Для вдохновения взяла картинку на Pinterest. Затем, отталкиваясь от своего чертежа, я вырезала из фанеры необходимые детали и склеила их. Вот у меня получилось такое основание. Основание находится в таком не полностью собранном состоянии, для того, чтобы было мне удобно прокрасить детали изнутри. Для отделки камина я буду использовать вот такой вот достаточно реалистичный кирпич в масштабе. Заказал на AliExpress достаточно в большом количестве. Для того, чтобы разрезать кирпичики на две части, я буду использовать такой специальный инструмент. Я подготовила уже несколько половинок. При выкладке я буду использовать цельные кирпичики и половинки. Кирпичик я укладываю посередине, удерживаю пальцами с двух сторон, чтобы он далеко не улетел. И готово. Вот так легко я разделила его на части. Окрашиваю внутреннюю часть камина. С обратной стороны краска высохла. Я закрепила акриловым лаком, а также нарисовала акриловыми красками такой огонек. Теперь я эти детали буду совмещать и склеивать вместе. Беру кирпичики любимые и буду выстраивать облицовочку. У меня есть цельные кирпичики, есть также подготовленные половинки. Все мне это обязательно пригодится. Камин мой будет находиться в вертикальном положении. Я его вот таким образом поставлю, для того, чтобы мне было удобней собирать схематично, да, кирпичики, выстраивать. И вот таким образом я буду подгонять их. Использую прозрачный клей. На данный момент я нахожусь на этом этапе работы. Можно сказать, что выполнена половина, но мне кажется, работа будет еще немного больше. Вы представляете, здесь около 200 кирпичей. Я, честно говоря, я не верю. Кажется, как это возможно? Вот таким образом поставить кирпичики, да, не классическим методом, то, мне кажется, это был бы наиболее идеальный вариант для того, чтобы меньшее количество материала использовать. Но я же пошла классическим путем, традиционным, как в реальности должно быть. Но посмотрим, может быть, я поменяю стратегию. Кладку кирпичами я закончила. Остается вырезать дно и столешницу верхнюю, так что этим я и займусь. Я буду использовать шпаклевку по дереву для того, чтобы заполнить пустую поверхность. Камин я частично загрунтовала. Основная работа была над лицевой стороной и на боковых стеночках совсем немного. Обратную сторону я укрепила еще одной фанеркой, загрунтовала открытые швы и зашлифовала наждачкой. С лицевой стороны тоже без наждачки не обошлось. Ну а теперь пора грунтовать. Получился вот такой промежуточный этап. Я окрасила камин акриловой краской. Лицевая сторона выглядит вот так. И боковинки я тоже прокрасила. С обратной стороны тоже нанесла акрил. Выглядит вполне неплохо. Из дерева вырезала вот такие брусочки. 2 штуки. Толщиной около 1 сантиметра. Я обвела каждый кирпичик пастельным карандашом для того, чтобы усилить эффект объема. Не забыла про боковые стеночки. 2 дощечки покрыла морилкой, а сверху матовым лаком. Эта часть будет служить подставкой для камина, а эта деталь будет служить столешницей. И вот такой результат у меня получился. Закинула свеженьких дров, чтобы не потух огонек. Также доработала проект из натурального дерева, столик со стульчиками. Мне очень нравится идея работы с натуральными материалами. И что особенно интересно, я полюбила матовый лак. Как вам такое сочетание изделий рядом друг с другом? Заглядывая вперед, хочу сказать, что планируется перестановка. Я буду работать над новой мебелью. Ну а теперь настало время провести его рядом со своими друзьями и любимой семьей.